Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале. Делаем вместе своими руками. С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы будем шить интересные и довольно простые лоскутные блоки. Одно из важных достоинств этих блоков – то, что не нужно заранее нарезать лоскутки определенного размера. Не нужно вымерять и высчитывать. Берем и просто шьем в свое удовольствие, что называется, на глазок. А еще у нас в копилке есть один замечательный способ подружить разные ткани между собой, благодаря которому можно соединить лоскутки разных форм, расцветок и размеров. Сегодня мы будем собирать блоки из обрезков от предыдущих работ и двух моих рубашек, которые, к сожалению, мне уже малы. Для того, чтобы начать шить, нужна основа. Для этой цели нам послужит небольшой кусочек ткани. Материал довольно плотный, из грубых толстых ниток. Размер лоскутка 40 см в длину и 40 в ширину. Берем проутюженный лоскуток, прикладываем к уголку основы и крепим булавкой. А потом делаем отметку термоисчезающей ручкой для ткани. Кстати, очень хорошая ручка. Если кому-нибудь интересно, ссылку на нее с набором чернил оставлю под видео. Сделали отметку. Прокладываем строчку по линии. В начале и конце строчки делаем закрепки. Проложили строчку, теперь можно обрезать лишнюю ткань. Тем более, что этот обрезок нам еще понадобится. Чтобы ткань не поползла, обрезаем, отступая от строчки, примерно на 6-7 мм. Обрезали. Примеряем следующий лоскуток. Наша задача следующей строчкой закрыть предыдущую. Примерили. Фиксируем лоскуток на основе. А потом пришиваем. Прокладываем строчку на швейной машинке, отступая от края на ширину лапки. Прошили. Убираем булавку, раскрываем шитье и заглаживаем второй лоскуток на мини-гладильной доске. Проутюжили. Снова рисуем разметку для строчки с помощью линейки и терморучки. Сделали разметку, прокладываем по ней строчку на швейной машинке. Прошили. Снова отступаем от строчки несколько миллиметров и отрезаем лишнюю часть лоскутка. Отрезали, примеряем следующий лоскуток. Прикладываем лоскуток ровным краем и фиксируем его булавками. Закрепили булавками, снова пришиваем лоскуток прямой строчкой на швейной машинке. Проложили строчку, убираем булавки и расправляем лоскуток. А потом снова проутюживаем его на мини-гладильной доске. Проутюжили, фиксируем большой лоскуток булавкой, чтобы не получить складки, так как ткань очень тонкая. Закрепили, снова делаем разметку терморучкой. Обратите внимание, что линию для третьей строчки мы прокладываем параллельно первой. Когда пришью побольше лоскутков, об этих ориентирах для шитья расскажу подробнее. Сделали разметку. Опять прокладываем по ней строчку. Пришили, обрезаем лишнюю ткань. Отрезали лишнее. Примеряем следующий лоскуток ровным краем к шитью. Но теперь лоскуток будет не во всю длину основы, а немного покороче. Примерно на 4-5 см. Можно больше или меньше. Делаю примерно. Тут точность не важна. Рисунок сложится сам собой. Закрепляем новый лоскуток булавками и прокладываем строчку на ширину лапки от края последнего лоскутка. Пришили лоскуток, переворачиваем его и проутюживаем горячим утюгом. Загладили лоскуток, снова прочерчиваем разметку. Только теперь разметка будет параллельно второму шву. Получается такая интересная последовательность. Строчки параллельны друг другу через одну.
то есть предыдущие строчки, служат нам примерным ориентиром. И мы понимаем, под каким углом нам пришивать лоскутки. Пришили и обрезали лоскуток голубой ткани. Примеряем следующий лоскуток ровной стороной. Прикладываем его со смещением, отступая от края плюс-минус 5 см. Приложили лоскуток и зафиксировали его булавками. Наша задача этой строчкой перекрыть предыдущую. Все просто. Мы отступаем от края этого лоскутка на ширину лапки. А поскольку край у нас ровный, он и будет служить нам ориентиром. Проложили строчку и загладили лоскуток. Таким образом, мы этим лоскутком перекрываем предыдущий, и у нас получается острый угол. Прокладывая разметку, ориентируемся по строчке. Каждая вторая строчка параллельная. Берем линейку и ручку и снова рисуем разметку для следующей строчки. Ничего не вымеряем, делаем приблизительно на глазок. Начертили разметку, прокладываем по ней строчку. Пришили лоскуток. Снова отрезаем ножницами лишнюю ткань. Берем следующий лоскуток. Он у нас снова синий. То есть ткани будут идти по очереди в определенной последовательности. Синяя, зеленая, розовая, желтая. Опять синяя и так далее. Остальные лоскутки пришиваем, используя ту же технологию. Прошивая квадратную основу лоскутками по диагонали, мы прошли середину. Вот такой интересный узор в виде зигзага у нас вырисовывается. Так это выглядит с обратной стороны. Дошиваем лоскутки до конца основы и переходим на следующий этап. Полностью заполнили основу лоскутками. Вот такое пестрое полотно у нас получилось, чего мы, собственно, и добивались. Теперь, чтобы объединить это буйство красок в нечто единое и гармоничное, возьмем бейку. У нас есть темно-синяя, матовая. Я нарежу ее в размер блока и постараюсь выбрать оптимальный дизайн. С бейкой у нас получается блок, напоминающий оконные витражи. Прикладываем отрезки бейки, подбираем рисунок блока. Интересно, как сильно изменяется впечатление от рисунка, когда мы меняем расположение темно-синих отрезков. Вариантов огромное количество, на любой вкус. Определились с расположением полосок. Пришиваем их прямой строчкой на швейной машинке. Пришили полоски из косой бейки на лоскутный блок. Вот что у нас получилось. От края мы отступали 9 см, а между полосками 5. Таких блоков мы сшили 2, правда, на разной основе. Первый вариант основы мне понравился больше. Теперь будем соединять эти блоки между собой. Соединили блоки с 3 сторон. Одна сторона у нас пока не зашита. Теперь обошьем края нашей будущей декоративной подушки косой бейкой, чтобы вся подушка соответствовала стилю витражей. Бейку к подушке пришиваем в 2 этапа. Вначале с одной стороны, а потом подгибаем и прострачиваем с другой. Так у меня получается аккуратнее. Прошили 3 стороны бейкой. Одна сторона осталась не зашитой, потому что у меня синтепон не кусками, а полотном. Так даже, наверное, будет лучше. Набивка подушки будет ровной. Но единственное, что будет сложно обшивать последнюю сторону бейкой. Перед тем, как обшивать край набитой подушки, прихватываю его на руках ниткой. И только потом аккуратно обшиваю на машинке. Ну вот и все. Мы собрали декоративную подушку в стиле витражи. Работа получилась стильной и яркой. Жене понравилось. А значит, для сегодняшней декоративной подушки найдется место на диване. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь и пишите нам. Мы читаем все комментарии. Всего вам доброго. До свидания.